you go crazy. Друзья, всех приветствую! Сегодня в этом обзоре мы с вами рассмотрим новые динамические наушники от компании Ear Acoustic Audio стоимостью $149. И приходят эти наушники в довольно крупной по габаритам коробке с приятным оформлением, где на лицевой части здесь имеется надпись VSA, что расшифровывается как Vocal Sweetness Amplified, а также здесь указан адрес производства этих наушников, имеется QR-код для проверки оригинальности этого продукта и указано название этой модели, а именно VSA Max. Ну и за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 11,4 мм, а чувствительность составляет 110 дБ, и они получили сопротивление 32 Ом. Ну а теперь давайте лучше рассмотрим комплектацию этих наушников более подробно. Наушники. Отличный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. И сюда вы можете поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный штекер на 3,5 мм джек. Кожаная стяжка для кабеля. Фирменный кожаный кейс для хранения наушников. Инструкция по использованию наушников. И 2 набора силиконовых амбушюр. Наушники довольно крупные, выполнены полностью из металла и на мой вкус имеют очень привлекательное элегантное оформление лицевых панелей, где на левом наушнике есть небольшая надпись Void Silver Stalker, а на правом KG-E9. И честно, друзья, мне действительно нравится их внешний вид, и я думаю, что они явно выглядят дороже, чем стоят. Хотя, безусловно, на этот счет мнения могут быть разными, ведь все это дело вкуса. Ну а здесь у них располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, и можно увидеть небольшую надпись Vocal Sweetness Amplified на левом наушнике с маркировкой канала, а на правом наушнике есть надпись VSA и также присутствует маркировка канала. А здесь вы можете увидеть довольно большое акустическое отверстие, защищенное металлической сеточкой с необычным узором, а на внутренней части уже располагается небольшое отверстие для компенсации. А вот звуковод у этих наушников выполнен, конечно же, из металла, имеет диаметр 6 мм и получил выделенный бортик для уже более лучшей фиксации амбушюр и был защищен металлической сеточкой с точно таким же узором. Но и несмотря на свои довольно крупные габариты, сидят в ушах эти наушники отлично, и проблем с посадкой тут никаких нет, да и звукоизоляция находится на отличном уровне, и к моему удивлению комплектный кабель у них очень даже хорошего качества, он удобный и самое главное, что получил модульную систему штекеров, для того чтобы вы могли прослушивать эти наушники с абсолютно разными источниками. Ну а приобрести динамические наушники Ear Acoustic Audio VSA Max вы сможете прямо сейчас в официальном магазине компании Penon Audio на AliExpress, либо на их официальном сайте penonaudio.com. Ну а все необходимые ссылки на покупку этих наушников, как всегда, будут в описании к этому обзору. Но вот так выглядит график частотной характеристики динамических наушников Ear Acoustic Audio VSA Max. Эти наушники имеют усиление низких частот на 10 дБ с очень плавным переходом к области нижней середины, а далее вы можете заметить небольшое ослабление в области 700 Гц. Ну а после мы видим основной акцент в области верхней середины, который идеально соответствует моему таргету и приходится ровно на 3 кГц, что определенно хорошо сказывается на тембрах в этом диапазоне, а вот высокие частоты тут были слегка усилены. Конечно, чуть больше, чем мне бы хотелось, но тем не менее для динамических наушников они даже довольно продолжительные и лишь плавно затухают после 13 кГц, что является хорошим результатом. Ну а теперь давайте лучше обсудим звучание этих наушников более подробно. Низкие частоты VSA Max это именно то, с чего хочется начать разговор об их характере. Бас здесь глубокий, массивный, но при этом очень собранный и контролируемый. С баса уходит самые нижние регистры, создавая очень ощутимый фундамент, который не давит на вас какой-то тяжестью, а скорее придает музыке вес и атмосферу. Он не гудит, не расползается, а наоборот держит форму и остается прозрачным в своей подаче, позволяя вам как раз таки хорошо услышать все очертания буквально каждой ноты. И в электронных треках он очень хорошо погружается
погружает в глубокое пространство, а уже в живых записях добавляет ту самую телесность, благодаря которой звук ощущается уже более объемным и реалистичным. Ну а мидбас здесь получился как одновременно быстрым, так и фактурным, что для динамических наушников это прям удивительно, благодаря чему удары барабанов получаются очень упругими, с отличным щелчком и моментальным откликом, а бас-гитара звучит плотно, с натуральной текстурой и телом, и этот диапазон прям задает всей музыке необходимый ритм и динамику, и делает подачу уже более драйвовой и эмоциональной. Но что особенно приятно, так это то, что даже когда мидбас работает очень мощно и энергично, он не продавливает под собой середину, а как бы наоборот, аккуратно так ее поддерживает, добавляя музыкальному полотну уже большую насыщенность и теплоту. Но все же, как по мне, главное достоинство баса в VSA Max это его текстура. Здесь слышны как все мельчайшие переходы от атаки до затухания и от легкого касания до уже полного раската, и поэтому по восприятию звук в этих наушниках кажется очень живым, наполненным воздухом и мелкими нюансами. И именно это и создает ощущение большей натуральности, так как бас здесь не превращается в какой-то условный гул, а он всегда музыкален и детализирован в своей подаче. И в итоге низкие частоты у этих наушников получились крайне сбалансированными и мощными. Они дарят глубину и пышную массу, но при этом остаются быстрыми и точными. И такой бас одновременно и фундаментален, и эмоционален, и он придает музыке масштаб, удерживает ритм и в то же время вас вовлекает, заставляя слушать треки снова и снова. Ну а средние частоты VSA Max это именно тот диапазон, где раскрывается буквально вся музыкальная эмоциональность этой модели. И здесь нету ощущения какой-то искусственности, сухости в подаче, наоборот, середина здесь звучит живо, объемно и очень естественно. Голоса подаются с характерным телом и выразительностью и не прячутся за басом, и не становятся какими-то тонкими от излишней яркости. И, например, мужские вокалы подаются как плотные, насыщенные, с тембральной глубиной, а женские довольно легкие и воздушные, но в то же время прозрачные, словно нежные, с красивым воздушным послевкусием. Но инструменты сохраняют свой натуральный и естественный характер. Гитары получают сочную текстуру струн, рояль звучит прям с весом, реалистичной отдачей клавиш, а скрипка и виолончель передают именно ту живую вибрацию, от которой пробегают буквально мурашки по коже. И особенно приятно, что середина здесь не была как-то замылена или утоплена, так как она занимает ровно то место, где должна быть, создавая ощущение уже более честного и цельного звучания. И при этом подача этого диапазона не была перегружена излишним количеством деталей, поскольку все акценты были расставлены очень грамотно, и поэтому такая середина очень легко воспринимается уже даже в насыщенных инструментами композициях, а в быстрых жанрах остается собранной и чистой, не превращаясь в кашу, но уже в более камерных записях дает то самое чувство близости, когда вокал звучит так, будто певец сейчас стоит прямо перед тобой. И в итоге середина у VSA Max получилась очень универсальной, поскольку она достаточно выразительная для вокала и живых инструментов, но при этом она сохраняет отличную прозрачность и баланс, чтобы одинаково хорошо работать уже с разными стилями музыки. И здесь нету никакой холодной отстраненности, ни чрезмерной теплоты, это в общем именно та середина, что делает звук уже цельным, насыщенным и по-настоящему музыкальным. Но высокие частоты у VSA Max сразу ощущаются как тонко выверенные и очень естественные. Здесь нету той излишней резкости, которая часто уже утомляет при длительном прослушивании, но и нету приглушенности. Наоборот же, верх здесь подан открыто, прозрачно и с хорошим ощущением воздуха. Цимбалы звучат звонко и живо, но при этом не утомляют ваш слух, а тарелки обладают натуральным металлическим отблеском с плавным и красивым затуханием, без сухости или какой-то искусственной песочности. И мне особенно нравится, что верхний диапазон здесь не уходит в какую-то излишнюю яркость. Да, небольшая нотка светлости, безусловно, здесь есть, но она скорее акцентирует ваше внимание на деталях, вроде легких каких-то поскрипываний струн, дыхания вокалиста или едва заметных эффектов в электронной музыке. И все это очень хорошо добавляет большего реализма и глубины в музыку, но не перегружает ваше восприятие. Вот что, ребята, очень важно. И при этом высокие частоты звучат очень слоисто и воздушно, и даже уже в сложных аранжировках верх здесь не склеивается в какое-то одно непонятное месиво, а как бы наоборот все здесь аккуратно очень распределяется, позволяя услышать вам разные оттенки одновременно, и за счет этого у вас создается ощущение уже более объемного пространства, когда музыка как будто раскрывается и звучит прям свежо и вокруг тебя. И в итоге высокие частоты здесь получились очень прозрачными, техничными, легкими и вместе с тем детальными. Они дают музыке дышать, раскрывают ее атмосферу и делают звучание уже более утонченным, но без намека
намека на усталость или какую-то резкость. Но звуковая сцена у VSA Max действительно впечатляет своим размахом и естественностью. И первое, что бросается в уши, это ощущение ширины. Пространство здесь словно раскрывается далеко за пределами головы, а все звуки не сжимаются в одну плоскость, а как бы свободно уже распределяются вокруг. И у меня создается ощущение, что музыка словно получает дополнительный воздух, а инструменты звучат не рядом друг с другом, а каждый на своем месте и с четкой локализацией. Да и глубина сцены здесь тоже находится на хорошем уровне. Есть как явный передний план с вокалом и основными партиями, а позади уже слышно послойное расположение инструментов и эффектов. И такое построение добавляет большего реализма. Ты буквально чувствуешь, как барабан располагается дальше, а гитара или клавиши были слегка смещены в стороны. И это придает композициям живость и делает прослушивание уже по-настоящему увлекательным и атмосферным. Ну а высота сцены ощущается не менее убедительно, поскольку звук здесь не был ограничен только одним горизонтом, а он уходит вверх, что особенно уже заметно в треках с атмосферными эффектами, хорами или пространственными реверберациями. И в такие моменты прям кажется, что акустическое пространство словно раздвигается, и музыка окружает вас со всех сторон, создавая эффект присутствия на концерте или в студии. И при этом эта сцена не просто широкая, она еще и очень организованная. Никакой каши, никакого наложения, поскольку уже даже в насыщенных аранжировках все инструменты сохраняют свои очертания и остаются очень читаемыми. И эти наушники действительно очень уверенно справляются с разделением, что особенно уже будет ценно для тех, кто любит слушать сложные жанры, вроде джаза, прогрессив-рока, металла или даже оркестровой музыки. И в итоге звуковая сцена у этих наушников это буквально отличное сочетание широты, глубины и воздуха, где все звучит просторно, живо и очень натурально. Она не давит на вас каким-то масштабом, а скорее погружает, позволяя раствориться в музыке и ощутить ее в 3 измерениях. И в итоге я пришел к выводу, что Ear Acoustic Audio VSA Max это именно те динамические наушники, которые дарят полный, живой и очень увлекательный звук. И они умеют как одновременно вас впечатлять глубиной баса, так и эмоциональной насыщенностью середины, так и прозрачными и очень выразительными высокими частотами. Ну а их звуковая сцена создает ощущение реального присутствия внутри музыки. И каждый трек раскрывается буквально с впечатляющей детализацией, техникой и вовлеченностью, заставляя вас буквально погружаться в композицию. И эти наушники отлично подойдут тем, кто ценит живость, драйв и эмоциональное звучание, не жертвуя контролем и точностью. И от себя я смело рекомендую эти наушники к покупке. Ну а ссылка на покупку этих наушников, как всегда, будет в описании и в закрепленном комментарии под этим видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.